привет, дорогие друзья! Меня зовут Вера, и это мой канал о вязании Азалия Нитинг. Сегодня у нас 30 января, у меня сейчас день, на часах 2 часа дня, но у вас в России сейчас уже час ночи. Близится 31 января, а значит нужно обязательно подвести итог месяца по совместному проекту «Вязальная бинго 2022». Этот совместный проект организовала Вика, она живет в Финляндии, ее канал называется Made in Fi или Made in Fi, я не знаю. Вчера нас уже стало 50 участниц, ссылки на все каналы девочек в описании к этому видео, также в первом закрепленном комментарии. Посмотрите, кто что вяжет. Мы все составили таблицы, у кого-то 25, у кого-то 36 и даже 49 клеточек. Ну и мы должны в течение года собрать бинго, то есть вычеркнуть хотя бы один ряд по горизонтали, вертикали или диагонали. В предыдущем видео я уже показала свою таблицу, давайте я ее помещу опять здесь вот сбоку. И я уже начала работать над одним проектом, над одной клеточкой. Я обвела вот в кружок здесь, это шапка и шарф из пряжи Hometown. Кстати, я сегодня вот вышла к вам в своем джемпере с тигром, ведь у нас уже вовсю, ну вообще не вовсю еще идет, потому что по китайскому календарю вроде бы с февраля начинается год тигра. Ну вот, кто не видел, посмотрите, это вот моя работа. Оверсайз такой джемпер с жаккардом тигр. Я делала и мастер-класс, обзор, как вязать жаккард, описание. Так что, если вам интересно, обязательно проходите по ссылке и посмотрите. Этот джемпер я связала в рамках совместного проекта «Символ года 2022». И это вот у меня такой пуловер с тигром. Так, вернемся к совместному проекту. У нас пряжа Hometown. Вот эта пряжа. Hometown. Очень красивый золотой цвет, желтый. Ну, вообще он называется горчица. Я сейчас покажу на столе поближе в этикетку. И так, сейчас в кадре закончу съемку, и мы перейдем на стол. Мне очень понравился этот цвет. Это пряжа вот такая вот, потому что она толстая. Вот тут шестерка по толщине супербалки. Ну, вот я покажу ближе. Она очень красиво смотрится вот в камере. И я начала вязать шарф и шапку. Ну, сейчас давайте посмотрим, как это все у меня продвинулось. Итак, вот шарф. Я закончила его полностью. Он получился очень длинный. Сейчас мы с вами измерим вместе его длину, ширину. Вот так вот, если накинуть, то видно, насколько он объемный и красивый. Плюс еще такой цвет. Я очень довольна этой работой. Можно по-разному этот шарф надевать, накидывать. Вот так вот. Я так хочу носить поверх вот куртки, верхней одежды какой-то. Вот так накидывать. Возможно, если вообще холодно-холодно на улице, ветер, то вот такой вариант также будет хорош. Смотрите, как шикарно все выглядит. Я очень довольна этой работой. К этому шарфу еще планировались шапка. Я не стала, вот у меня моток на шапку новый лежит. Из этого я свяжу шапку. От шарфа у меня осталось еще, наверное, 2/3 мотка, потому что я истратила 2 полных и вот начала только. Я решила связать еще варежки. Смотрите, одна у меня закончена полностью. Вот узор рис, не стала здесь косу, думала что-то какую-то косу, но не стала косу пускать, вот просто вот так рис. На шапке я хочу сделать уже рис и какие-то косы. Ну, конечно, такую широкую я не буду, поуже какие-то косички. И вот здесь вторая варежка у меня только вот на стадии. Скоро буду делать убавки. Ну что ж, давайте я теперь на столе расстелю, чтобы можно было поближе посмотреть. Как обещала, показываю пряжу. Line Brand Yarn Hometown Bonus Bundle. 148 метров, 284 грамма. Супербалки 6 толщина. 100% акрил. Видно, что нитка состоит из 4 ниточек скрученных. И вот такая вот получается
красивая пряжа. Все это как-то так на камере переливается. Вика, наш организатор, мне написала в Инстаграме «Благородное золото». Вот, и действительно, я назвала этот вот шарф, комплект, шапка, шарф и варежки будет «Благородное золото». Так что спасибо Вике за такой комментарий. Ну и вот так вот шарф выглядит поближе. Вот такая вот структура вязаного полотна. Край я сделала здесь узелковый, то есть не косичкой, как обычно, а вот такими вот узелками, которые сочетаются очень хорошо с узором рис. Ну или как называют, жемчужная вязка, путанка. А по краю у меня резинка. 2 на 2 в начале, а здесь уже 3 лицевых, 2 изнаночных вот на косе. Дальше опять 2 на 2. Ну и дальше вот шарф. Сейчас я измерю рулеткой длину и ширину. Ну, в нерастянутом 27. Если подрастянуть, ну 29 будет. 29 сантиметров. На этот шарф я снимала мастер-класс. Скоро он выйдет на моем канале. Там попетельно я связала узор. Ну, в длину теперь. Длину мне, конечно, в кадре не померить будет. Поэтому я сейчас начну измерять. И потом уже сообщу результат измерения. Так вот, неудобно мне измерять. Измерила я 175 получилось, но это еще шарф растянется во время носки. Наверняка будет еще даже больше. Ну вот пока 175 я тут запишу. На этот шарф я снимаю подробные мастер-классы. Я еще подробнее вот это все расскажу. Но давайте коротко. Цвет Madison Mustard, шестерка, супер балки, толщина, спицы 7 мм, расход 640 грамм, больше 2 мотков, длина 175 сантиметров, ширина 29 сантиметров. Начинала я с резинки, но это все в мастер-классе я подробно покажу. И схему я выложу в вкладке сообщества. И также скоро опубликую на своем сайте azaliaknitting.com. Ну и пройдемся еще по варежкам, что тут та же самая пряжа, но спицы уже использовала я 6,5 мм. Расход сейчас мы взвесим. Ну и дальше тут описание тоже я отдельно выложу в текстовом виде. Так, сейчас варежку взвесим, я еще не успела этого сделать. Отсвечивает вот 82 грамма. Записываем расход 82 грамма, умножаем на 2, получается 164 грамма, ну или 165, 164 грамма. Ну и вторая варежка, вот у меня на стадии вязания. Клин я не вывязывала для пальца, просто отверстие сделала, да и все. Мне даже так больше нравится, как-то более уютный вид, как в детстве. Вот такой вот узор рис. И я сейчас закончу эту варежку и приступлю к вязанию шапки. Буду вязать ее уже без отворота, потому что шарф объемный. Начну с резинки, наверное, 2 на 2 или 1 на 1, наверное, 2 на 2. Ну и там будет тоже вот этот рис и какие-нибудь косы. Или жгуты, что-то такое менее объемное, чем на шарфе. Ну вот надо подобрать что-то, потому что я еще ничего не выбрала. Итак, по итогам января я не зачеркнула ни одной клеточки в своей таблице, но скоро я свяжу шапку и вычеркну вот эту клеточку, которая сейчас обведена в кружок. Подписывайтесь на каналы всех участниц, проходите по ссылкам на их каналы или по хэштегу «Вязальная бинго 2022 январь», чтобы посмотреть, как воплощаются планы наших мастериц в жизнь, кто что уже связал, кто-то уже вычеркнул клеточки. Ну а мы увидимся с вами в моем следующем видеоотчете. Сейчас я работаю над пледом, нужно его также заканчивать. Так что оставайтесь со мной, желаю всем творческих успехов, вдохновения и до встречи в моих следующих видеороликах. Всем пока!